Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю разобрать историю хеттов, которые окажутся обычные славяне, которые в историографии сохранены под названием скифы, гетты, а по факту те, кто несут славянскую культуру. Так как хетты, известно, что он индоевропейский народ бронзового века, живший в Малой Азии, где он основал Хеттское царство около 1800 года до нашей эры. Ну и просуществовало это царство примерно 1000 лет. Плюс они там построили 1600 городов, взаимодействовали с Египтом, другими цивилизациями. Были родственники троянцев, жителей Крита и знаменитых этрусков. Нужно нам это, потому что пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали историю. И писали эту историю, чтобы одни народы не имели будущего, потому что не знаешь прошлого, не имеешь будущего. Вот и весь секрет. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании Синтезтех. Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Такая вот концентрация такая усилилась. Как начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. А у меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. Прародиной хеттов были предположительно Балканы. Но если посмотреть неолитические миграции, эту карту, то изначально хетты пришли как раз с района Каспийского моря, Урала, Сибири. Оттуда они попали в район Азовского моря и Черного, оттуда переселились на Балканы, а оттуда уже попали в современную Турцию. То есть это примерно история переселения, которой примерно 6000 лет. И как раз это все показывает, что это первый индоевропейский народ, известный науке. Наука это подтверждает. Ну а почему я решил, что хетты это славяне? Потому что, по мнению тех же историков, хеттское общество было очень гуманным, очень высокоразвитым. Там статус женщины соответствовал статусу мужчины. То есть происходили выборы, было законодательство, полное отсутствие смертной казни. Но плюс царица могла принимать такое же участие в управлении государством. Плюс те же хетты отличались высоким уровнем военного искусства. Именно они принесли колесницы боевые на Ближний Восток и железное оружие. То есть высокоразвитые технологии. Опять же, эти колесницы переняли у них другие народы Ближнего Востока. Те же египтяне, персы, и так далее. То есть перед вами как раз рельеф колесничий в музее Анатолии в Анкаре и царь-жрец, 1600 год до нашей эры. Но это еще не все. Когда мы начинаем смотреть пантеон богов, то мы понимаем, что Тархунт – хеттский бог грозы. Функцией Тархунта является гроза, погодные явления, гром, молния, дождь, облака, бури. Кроме того, он управляет небом и горами. Поскольку именно Тархун решает, будет урожай или засуха и голод, он стоит во главе хеттского пантеона. Но, когда я рассказывал вам славянские легенды, я напоминал, что устройство нашей земли описывается как дождь-бог Тарх Перунович. У него есть сестра Тара, полярная звезда. Дождь-бог — это внутреннее солнце, которое отвечает за дождь, оно дает нам урожай. Тарх — это поверхность Земли, а Перунович — это магнитосфера, которая взаимодействует с Юпитером, который защищает нас от комет,
всяких там осколков, отсюда вот такие связи. То есть перед нами чисто славянские легенды. Но у хеттов. Может, нам это показалось? Нет, не показалось, потому что вот этот знаменитый символ, плюс бог Тархун давал хетскому царю место, управляющее страной от имени богов. Но это та же славянская легенда, потому что у славян есть двуглавая эта птица, которая по факту это феникс. Птица Ра, возрождение из пепла. А вторая птица это птица-рог, символ прямого божественного управления. Отсюда название этой птицы Рарог. Отсюда и правящая династия Рюрики или Соколы. Перед вами как раз двухглавый орел хетской цивилизации, примерно которым 4000 лет. Ну, он полностью соответствует славянскому, который вы используете и сегодня. Хоть с другим смыслом. Плюс в той же хетской мифологии есть Илуянка, мифическое существо, змей в хетской мифологии. Оно было изложено в надписях главного святилища хетского бога грозы в Нерике. И посвящалось празднованию Нового года. Что там за сюжет? Мужчина с копьем убивает змея. А справа как раз монета, которой 2300 лет, она же монета тех же скифов, где мужчина с копьем, но уже на коне, и надпись Энрак, то есть Геракл. Энрак, Энрике, то есть одинаковые фактически гласные буквы. Да-да, это именно гласные, потому что у извращенцев все наоборот. В славянской культуре это гласные буквы. То есть постоянная схожесть сюжета в мифологии, просто одинаковая. Плюс напоминаю, что точно такой же сюжет есть в мифе о Пифоне и Аполлоне, который солнце, который своими стрелами поражает змея. То есть солнце разрушает эти кометы, чтобы они не нанесли поражение Земле, чтобы не произошла катастрофа на Земле от этой кометы. Соответственно, потом, почему же мужчина потом на коне оказался? Потому что у Солнца есть его Хорс, то есть Меркурий. Он сокращенно ход Солнца. Или конь. У латинян, он же круг. То есть, почему круг? Это 4 основных хорса. Летний, зимний, осенний, весенний. Отсюда и современный крест. А фактически это движение Солнца и Земли. Плюс в древности это был культ Белерафонта. Он распространен был по всей Элладе, но особо почитался в Лике и Каре, то есть в соседях хетов. А по факту это то же самое, рассказ про то, как солнце поражает зло. Отсюда образ химеры, козла, льва и змеи. Ну, козел это зло, ну, на древнерусской буквице. Плюс, если посмотреть, опять же, богов, так называемых хетов, то главный бог солнца Эстан. Звучит-то как? А по-русски это солнце. А еще говорят, что на хетском это звучит как Истанус. Ну, это знаменитый Иисус, бог солнца, который вам переделали совсем недавно. А перед нами информация, которая 3,5-4 тысячи лет. Плюс, каких богов знаменитых, которых вам известны сегодня, мы знаем. Папай, бог Тару, бог грозы. Плюс Пирва, он же Перун, то есть Сиват, он же Свинтовит или Свет. То есть слева хетская богиня-мать, которой 3500 лет, а справа никто иная, как Ладанка. Почему она Ладанка это называется? Потому что Лада, она жена Сварога. Это все мужская и женская энергия нашего Млечного Пути. А перед нами их сын, дачбог Тарк Перунович. Или сама Земля с ее внутренним солнцем. Вот и все легенды. Я повторяю, то же самое мы видим у скифа, потому что вот он этот Папай скифский, вот он этот Гайторис на коне, фактически солнце с Хорсом. Аргимаса это так называемая Луна, Арис это Марс. Ну а Апи, она тоже есть, кстати, у египтян. Это никто иная, как богиня звездного неба. Отсюда буква П, покой. Апи, то есть это первоисточник покоя и равновесия. Фактически звездное небо и земля. То, что есть и у египтян, как богиня Нут. То есть слева это богиня Нут на египетском папирусе, справа это просто наше звездное небо. Вот откуда эти боги происходят. Может, нам показалось, что хеты это славяне. Ну, показалось не только нам, но и ученым. Вот в том числе и книги Юрия Максименко. Хеты древние славяне. То есть ссылки в описании под видео. Переходите, смотрите. О чем он там пишет? Что в конце 20 века начались раскопки в Аркаиме, которые прогремели на весь мир. На Южном Урале открыли арийскую синташскую культуру. То есть примерно второе тысячелетие до нашей эры.
и неожиданно обнаружили прямую связь с хетской цивилизацией. То есть изображение богини-матери выполнено в стиле, характерном для большинства древних индоевропейских племен Анатолии, где располагался центр хетской державы. Тоже в Аркаиме были обнаружены захоронения воина вместе с бронзовым оружием, ритуальными сосудами, боевыми колесницами. И оружие, и сосуды, и колесницы были типично хетского типа. Детали воинского ритуала захоронения лошадей вместе с хозяином тоже считаются хетскими. Вход в жилые дома в крепости Аркаим был с крыши, как и во многих домах древней Анатолии. Глиняные макеты печени с обозначением гадательных секторов и точек напоминали, что гадание по печени жертвенных животных считалось обычаем, внимания, древних этрусков, которые у них переняли римляне. Поэтому некоторые ученые прослеживают прямую связь: адроновцы, хеты, троянцы, этруски. То есть перед вами тот центр этой культуры, где это все было найдено, фактически это Урал и дальше, и прямая связь культурная, и в том числе и генетическая, которую мы видели. То есть Аркаим — это комплекс из городищ, могильников и селищ, который был обнаружен. Он принадлежит к синтажской культуре, так называемой, внимание, стране городов. Опять же, в процессе раскопа Аркаима были найдены керамическая посуда, украшения, так называемые меандровые узоры. Долгое время их приписывали каким-то грекам, а Меандр — это река в Турции. Но в Мезине меандровые узоры, вот он справа, этот мезинский браслет, который я расшифровал, это тоже фактически как работает наша ближайшая Солнечная система, то есть планеты и луны на ней. Ему всего лишь 20 тысяч лет. Вот где первооснова цивилизации. Это как раз он найден на стоянке в Мезине. То есть Аркаим, Мезин, хеты, славяне, ари — это прямые наследствия цивилизации, которые несет одну и ту же культуру. Также андроновская культура нам очень интересна, потому что, опять же, вот раскопки, перед нами справа определенные скифо-славянские племена. То есть на ней у нее шейная гривна, которая называется торг. Отсюда тюрок придумали. Сумочка у нее сак, отсюда саки появились. То есть фактически перед нами обычная славянка, арийка, обычная скифская женщина, хотя она принадлежит к андроновской культуре, которой там 3,5-4 тысячи лет. Но это еще не все. Оттуда же вышли саки. То есть это скифы. И именно на основе этого андроновского антропологического типа формируется сакское население Средней Азии. То есть вот вам перед вами археологические находки, которые показывают саков, по-русски это обычные скифы. То есть славяно-арийские народы. Плюс у нас есть исследование Григорьева, который, изучая народ скифский саки в 19 веке, который находил их отголоски пребывания в Китае, Индии, Иране, Кавказе, Крыму, неожиданно для себя определил, что это славяно-арии. Все ссылки на материалы есть в описании под видео. Переходите, смотрите. То же самое подтверждает и современная генетика, которая, отслеживая всего лишь одну гаплогруппу R1A, находит ее основы на русской равнине, которые потом переселились на Балканы, потом попали в Турцию, а оттуда попали и в Италию. То есть это первоначальное население Греции, Италии, Турции, и потом шло расселение этого населения. Ближайшие точки 4,5 тысячи лет назад происходило. А древнейшие обнаружены в районе Байкала, которым более 20 тысяч лет. Так называемая мальтинская культура. То же самое я показывал в предыдущих видео, идите смотрите, потому что там я показал, что троянцы — это обычные славяне, именно они были соседи так называемых хетов, и этруски, которые оттуда вышли и пошли основывать Рим, это тоже славянские народы по культуре, по письменности, по традициям. То есть это все родственные народы, которые находятся рядом. То же самое пишется и в той книге, что известная Троя была частью хетской цивилизации. То есть многие из предметов, обнаруженных в Трое, скорее принадлежат этой восточно-анатолийской культуре, нежели самой греческой цивилизации. То есть те находки, которые там находились. То есть, например, в Трое нашли бронзовую печать с надписями на лувийском языке. То есть он был тогда широко распространен в Малой Азии, им пользовались и хеты. Крепостные стены Трои напоминают анатолийские укрепления. Опять же, на кладбище, устроенном близ городских стен, видны следы кремации. Такой способ характерен для хетов. То есть как раз кремация, которая
сегодня тоже популярность среди славян, потому что так завещали предки, не отравлять землю своим тленом. То же самое, как установлено основатели Трои VI, то есть примерно 1700 год до нашей эры, по происхождению были лувийцами, один из индоевропейских народов, который наряду с хетами переселился в Анаторию. То есть, соответственно, тут и родственная связь, и то, что я говорил в предыдущих видео, что Троя, Рим, Москва, то есть основатели этих городов одни и те же. То же самое мы видим в книгах Павла Орозия «История против язычников» и Иордана «История происхождения деяний геттов». Да-да, хетты – это так называемые гетты, скифы. Так вот, Павел Орозий в своей «Истории против язычников» к событиям, которые относятся примерно к 1233 году до нашей эры, пишет: за 480 лет до основания города Рим Визозис, царь Египта, стремясь либо объединить войной, либо соединить власть севера и юга страны, разделенный почти как небо и землю, первый объявил скифам войну. Вопрос. Вот перед вами справа карта максимального распространения египетского царства примерно 3500 лет назад. С кем, с какими скифами могли воевать египтяне? Какие гетты были рядом, когда рядом Хетская империя? Ну, то, что некоторые народы Г и Х путают, это мы знаем прекрасно. Например, у китайцев есть народ Хунну, а у нас он называется Гунну. Хотя по факту это один и тот же народ. То есть так называемые скифы, гетты, это те же самые хетты. И дрались они как раз в районе Ханаана. Это все не просто так, потому что в предыдущих видео я тоже показывал, что скифы выиграли у египтян спор, кто из них древнее. И речь идет как раз про скифов, геттов, хетов, хотя это обычные славяне. То же самое мы видим в трудах Иордана. Вот что он пишет в трудах о происхождении деяний геттов. Полагал, что скифы Орозия являются готами, и пересказал эту историю так. И вот когда готы жили там, ринулся на них войной Визозис, царь египетский. У готов был тогда королем Танаузис. На реке Фазизе Танаузис готский король встретился с Визозицем, царем египетским. И жестоко его поражая преследовал до Египта. Если бы не воспрепятствовал течение непроходимой реки Нил, укрепления, которые Визозис приказал некогда воздвигнуть для себя по причине набегов эфиопов, то Танаузис прикончил бы его там же, в его стране. Но вот эти скифы тогда покорили себе чуть ли не всю Азию, принудив покоренных платить дань Сорну, внимание, царю Медян, который тогда был ему дорогим другом. И еще одни родственные племена скифов, геттов, медяне, и это очень важно. Помпей Трок говорит, что и племена, и рода произошли от поколения парфян. Ну, в том числе парфяне, медяне, скифы, гетты – это одно и то же, то есть родственные народы. Они являются единственными стрелками среди племен почти всей Азии, отважнейшими воинами. Ну, это те же скифы. Плюс об этом писал и Мавро Арбини, потому что есть его книга «Славянское царство», в которой он четко показал, что древние славяне – это иллирины, вандалы, готы, геты, гепиды, аланы, авары и еще многие-многие-многие. Ну, понятно, что ему никто не поверил, потому что он всего лишь факты приводил, которые мы с вами тоже сегодня и видим. И напоминаю, вот это медиане, Медийское царство. Опять же, это те же адроновцы, которые попали на Ближний Восток. Их приход в регион связан с первой волной миграции племен иранских ариев примерно в то же время. В конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры. Вот перед вами Медийское царство примерно в 600 году до нашей эры. Ну а зачем нам это надо? А потому что это потомки савроматов. О появлении савроматов сообщал Диодор Сицилийский, 1 век до нашей эры. Скифскими царями, внимание, опять скифскими царями. В результате преднеазиатских походов были переселены многие племена. Но самых важных выселений было два. Из Ассирии в земли между Пафлагонием и Понтом, и другое из Мидии, основавшись у реки Танаис. Эти переселенцы названы савроматами. Вот кто подарил цивилизацию той же Ассирии, тому же Ближнему Востоку, письменность. Из Ассирии попадает она по Пафлагонии, это опять же современная Турция, как говорится, земли недавних хетов. Ну а медяне становятся савроматами. Почему это важно? Вот он красная стрелочка. Они потом стали как раз контролировать и Керченский пролив.
Опять же, информация подобного рода содержится у Плиния Старшего, 1 век до нашей эры. По реке Танаи, спадающей в море двумя устьями, живут сарматы, по преданию потомки медян, также разделенные на многие племена. Перед вами монеты Василев Сароматов с самым древнейшим славянским календарем, которого не было ни у греков, ни у римлян, ни у кого. Ну и буквица, ту, которую через примерно 8-9 веков позаимствует Кирилл и Мефодий, о чем и будет написано в их житие. Но, может, мне показалось, так показалось не только мне, а всем честным ученым. Скифы, сарматы, массагеты, роксолане, славяне, русы, алане, сербы, венеды. Все эти названия являются синонимами, и все они относятся к единому этносу. Егор Классен, который это прекрасно высказал еще в 19 веке, опять же, основываясь на этих фактах. Ну и та же парфянская держава, которая на тех же территориях медян появилась, а по факту там же, где жили эти предки сарматов, которые опять же заселяли всю Русь. А фактически они путешествовали по своим территориям, которые были их исконными. То есть и тоже Парфянское царство, это тоже славяно-арийские народы. Об этом, кстати, писал и Павел Орозий, о том, что действительно скифы там властвовали очень многие тысячи лет. Он рассказывал, что один из первых ассирийских царей Нин в 2054 году до нашей эры прекратил 1500-летнее господство Скифии в Азии. То есть там были племена скифские еще заранее, за много тысячелетий до этого. То есть за 1300 лет до основания Рима ассирийский Нин, поднявшись от юга Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Вискитский понт, то есть Черное море. И научил варваров скифов, да то ли не воинственных и безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познавать свои силы и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую, наконец научил побеждать поражением, изматывать врагов. Ну, понятно, что никакую кровь не пили, они просто истребляли тех, кто на них напал. То есть здесь образное выражение имеется в виду. Ну, чтобы вы понимали лучше, что здесь написано. Зачем я это говорю? Потому что вот этот Ханаан, что между хетами и египтянами был, еще 150 лет назад ученый-лингвист Авраам Яковлевич Гаркави доказал, что Ханаан, хананская земля, часто встречаемая в иудейских религиозных текстах, это славяне, славянская земля и славянский язык. Опять же, все видео предыдущие смотрите. Опять же, смотрите, как я расшифровывал, легко читал эти фрески древние. Вот гора неба рядом с Иерусалимом, высшая точка. Почему и называется гора неба, близкая к небу. А там вот такая вот мозаичка, которая там записана на кого угодно. На римлян, на греков, на византийцев, но только не на славян. А там четко написано: Иван наш сын, лето 4040. То есть примерно 3500 лет назад, когда там и жили хеты и другие славянские народы. И она не одинока, там же множество подобных мозаик. Где вот, например, вот такая, Неаполис. Не, это новый, Полис город, то есть это Новгород. Напоминаю, скифы, которые жили в Крыму, основали Неаполь скифский. То есть, ну, по-русски Новгород обычный. Опять же, мы видим города Севастис, да, оттуда же Севастополь появился, Кесария, Филадельфия. Почему нам это важно? Во-первых, здесь символы, которые не встречаются ни в греческом, ни в латинском языке, а они есть у славянских языках. А во-вторых, это те же названия, которые мы видели по всему миру. И они же связывают всю эту территорию напрямую с Америкой. Об этом мы читали в запретной универсальной истории 1762 года. Смотрите предыдущие видео. Что же там пишут интересного? О Америке. Кто же были первые жители Америки? Финяне и хананеи. Как хананеи попали в Америку? Они, будучи выгнаны из своих земель от Иисуса Навина, пошли в Африку, оттуда переселились в Мавританию, распространились по морю Атлантическому, сперва до островов, а потом, ну, до противолежащего земли, которая есть, а Америка. Вот почему пришлось забыть это место. Вот почему пришлось забыть тех, кто даровал письменность и высокие технологии, тем, кто недавно сполз с пальмы. И тут же мы видим, опять же, о скифах. Почему скифы, пришедшие в Америку от севера, разорили все, что финикиане сделали и завладели онной землей. Ну, так скифы там жили тоже изначально, потому что об этом сказано и в древних книгах, и видно в артефактах. Вот эта книга «Северная Америка», 1671 год, свежайшие сведения, а там мужики в лаптях из скифа русских шапках на каяках ловят удочек.
Вот где-то было примерно в районе современной Канады. То есть это карта 17 века и всего еще существует. Ну, это мы видели во многих артефактах по всей Земле, когда культура, традиции, даже жители одни и те же. То есть это и Египет, и древний Шумер, и древнеамериканские цивилизации, цивилизации Индии, Китая, многие-многие другие. Поэтому мы верим тогда в Шаоланскую, который говорил, разве в Италии, Индии, Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве в древней книге Зороастра, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, Персеполиса, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянам? Мы, славяне, сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки захотят пойти по нашим следам. А почему вы это не знаете? Да потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Он обречен быть только удобрением для других народов. Вот и весь секрет. Помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно, или скачайте его. Все ссылки в описании под видео, или в конечных заставках есть многие ссылки, многие древние книги, которые мы читали, и это все подтверждают. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая только уткнулась в гаджет, ничего не видит, не слышит, а как раз нажать лайк, поделиться этим видео в своих социальных сетях, написать комментарий. Это очень важно, чтобы чего-то хорошего стало больше, в том числе и актуальной информации. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.